Буквально месяц назад на каждом углу интернета активно обсуждали, как Илон Маск купил компанию Twitter. Прежде всего, эта новость стала отличным трамплином для любимца Илона Маска Dogecoin, ведь невозможно забыть тот сумасшедший памп на 170%. После покупки Маска все инвесторы Доги были на седьмом небе от счастья. Тем не менее, было бы глупо наивно думать, что Маск отдаст 44 миллиарда долларов, а это 4 капитализации Доги, специально для какого-то мемкоина и синей галочки за $8. Ведь судя по последним действиям Маска, можно понять, что главной целью приобретения Твиттера стал, конечно же, не Dogecoin и уж тем более не свобода слова, а политическое влияние, которое постепенно Илон Маск начинает нам демонстрировать. Ведь сами понимаете, когда у тебя есть по сути частная платформа с активной аудиторией более 300 миллионов человек, продвигать любые идеи в массы значительно проще. И такие вещи, как активная агитация голосовать за республиканцев и недавняя разблокировка аккаунта Трампа заставляют задуматься, что Маск явно готовит себе политическое место, возможно, даже на посту президента США. Поэтому сегодня в видео мы разберем, почему Twitter превращается в политическую пропаганду, зачем Маск активно поддерживает республиканцев, почему аккаунт Трампа был разблокирован и как политическое влияние Илона Маска будет влиять на рынок криптовалюты. Всем привет, друзья! Меня зовут Влад, и вы на канале Coin22. Мы благодарны каждому вашему лайку и подписке, ведь ваша поддержка очень сильно влияет на выход новых интересных роликов. Поэтому у нас для вас есть небольшой сюрприз. После краха FTX мы активно следили за движением множества популярных монет, проводили анализ, просматривали статистику и уже сделали для вас видео топ самых перспективных криптовалют 2022 и 2023 года. В этом топе будут только те монеты, которые выдержали банкротство FTX и в будущем 100% принесут вам прибыль. Чтобы это видео вышло гораздо раньше, поставьте как можно больше лайков и подпишитесь на наш телеграм-канал, где мы 24/7 держим вас в курсе всех самых актуальных событий из мира крипты. Заранее каждому спасибо, а мы начинаем. Прежде чем мы переместимся в наши дни, я бы хотел начать с небольшой предыстории о том, как Маск за все эти годы, которые активно развивал свой бизнес, он сотрудничал с правительством США, а именно с партией республиканцев. Все мы знаем, что Маск владеет не только Твиттером, а еще такими компаниями, как SpaceX и, конечно же, Tesla. Это достаточно крупные компании с оборотом в миллиарды долларов, и нетрудно догадаться, что невозможно экспортировать те же электрокары по всему миру без пристального внимания от властей. Маск, начиная аж с 2010 года, получал активное финансирование и поддержку для Tesla от США. Спросите, почему именно Tesla, а не какой-то там Ford? Ответ скрывается в зеленой энергетике, которую так любят все страны, ведь по их мнению уменьшение выброса CO2 должно решить все проблемы. Так вот, из-за того, что машины Илона Маска ездят на в кавычках чистой энергии вместо вредного бензина, США решили выделять достаточно большие суммы на развитие этого Greenpeace сектора. Таким образом, мы видим, что Tesla и SpaceX получили более 7 миллиардов долларов в виде государственных контрактов и еще миллиарды в виде кредитов и других субсидий. А за последние годы Tesla благодаря этим кредитам продала электромобили на сумму не менее 6 миллиардов долларов. И именно эти продажи дважды привели к тому, что компания получила прибыль, а не убыток. Соответственно, Илон Маск, а точнее его компании, очень сильно зависят от властей США. И это не только связано с финансированием. Ведь, например, не каждый сможет получать разрешение на строительство завода размером в 3 Пентагона, как это сделала Tesla. Возвращаясь в наши дни, компании Илона Маска продолжают получать крупные госзаказы, которые приносят значительную часть выручки. Хотя на самом деле США не сильно любят Илона Маска и все, чем он занимается. Но с момента, когда Илон стал владеть Твиттером, ситуация изменилась в пользу миллиардера. За последний месяц Илон Маск перевернул фан-базу Twitter с ног на голову. Демократы все чаще рассматривают платформу с отвращением и недоверием, а вот республиканцы после своей победы относятся к Твиттеру совсем иначе. С тех пор, как 27 октября поглощение Twitter стало официальным, о чем мы подробно говорили вот в этом видео, Маск уже успел уволить тысячи сотрудников, подрядчиков, многих топ-менеджеров, поднять шумиху вокруг платной подписки за $8, ну и, конечно же, активно пампил свою любимую игрушку Dogecoin, на котором многим удалось заработать. Но если вы не успели этого сделать, расстраиваться не стоит, ведь чтобы получать прибыль на рынке крипты, вам нужна всего лишь одна вещь. Это качественная профессиональная аналитика, и получить вы ее можете благодаря подписке Coin22 Pro, с помощью которой аналитики Coin22 ежедневно будут предоставлять для вас подробный анализ множества монет, на котором вы будете зарабатывать. За прошлую неделю участники Pro уже получили прогноз на 20% рост XRP, 11% коррекцию Шибы, 10% падение ADA и другую прибыль
прибыльную аналитику. Так что если вы не желаете тратить лишнее время на анализ рынка, оставьте это профессионалам. И как всегда, подробную информацию можно получить по ссылке в описании. Так что переходи и зарабатывай вместе с Coin22 Pro. То, что сейчас делает Маск с Твиттером, привело к тому, что Твиттер испытал самый значительный ежемесячный сдвиг во мнениях среди демократов США. Это можно отследить с помощью вот таких графиков, на которых видно, как только за 2022 год чистая симпатия по отношению к Твиттеру среди демократов упала на 3,2%, но при этом она растет среди республиканцев. Также в недавнем отчете об ожиданиях корпоративных лидеров были рассмотрены поклонники и так называемые хейтеры Маска. Опрос в конце сентября показал, что 64% республиканцев положительно относились к Маску, по сравнению с 37% демократов. Теперь публичные и откровенные одобрения республиканских позиций и кандидатов, такие как недавние агитации голосовать за республиканскую партию, повлияют на другие бренды, которыми управляет Маск. И этот небольшой агитационный твит положительно повлиял на компании Маска, ведь доверие к Tesla среди республиканцев выросло примерно на 4%, а вот среди демократов, естественно, упало аж на 20%. Такое положительное отношение от республиканцев выглядит как благодарность за активную поддержку в выборах, которая позволила правым забрать победу. Вообще, за этот месяц Twitter стал хорошим политическим оружием для Илона Маска, ведь неделю назад Маск опубликовал 24-часовой опрос своим подписчикам о том, хотят ли они восстановить аккаунт Трампа. После того, как незначительное большинство пользователей проголосовало за, Маск повторно активировал аккаунт Трампа и написал в Твиттере: «Люди высказались, Трамп будет восстановлен», и в придачу к этому добавил на латыни: «Голос народа – это голос Бога». Но важно не только наблюдать за результатами возобновления Трампа, а и за тем, как Маск его преподнес народу. Помните, 6 января Твиттер решил навсегда заблокировать Трампа, потому что считает, что риск дальнейшего подстрекательства к насилию после штурма Капитолия слишком высок. Маск не брал в учет критерии подстрекательства к насилию в своих публичных комментариях о восстановлении Трампа. Он как будто бы забыл, зачем вообще его блокировали. Все, что сделал Маск, это просто замял вопрос насилия и сделал этот опрос, результаты которого и так все знали. В вопросе Маска проголосовала лишь малая часть пользователей Твиттер, а некоторые вообще о нем и не знали. Из-за того, что Маск понимал, какое политическое мнение имеют его подписчики, он догадывался, какой будет исход голосования. Конечно, разблокировка Трампа не имела бы никакого значения, если бы не его заявление о баллотировании на выборы президента США. А иметь у себя под рукой покорного Илона Маска с таким инструментом, как Твиттер, это значительно увеличивает шансы на победу в будущих выборах. Кто-то скажет, что Трамп по итогу отказался от своего аккаунта и он ему вообще не нужен. Но дело не в том, нужен он ему или нет, а то, с каким настроением Маск помогает именно республиканцам, к которым относится Дональд Трамп. Есть и другие признаки того, что Маск пытается сделать Твиттер домом для правых. Например, тот же твит в поддержку республиканцев на выборах. Это был поразительный шаг для нового руководителя компании, который, помните, обещал оставить свободу слова. Конечно, Маску разрешено выражать свои взгляды, но его мгновенное партизанское вмешательство также подняло вопросы о том, будет ли он использовать свою власть над алгоритмами и модерацией Твиттер в пользу политических настроений, которые он использует для своей выгоды. Я думаю, что скорее всего да. А еще одно интересное наблюдение заключается в том, что Маск постоянно публично взаимодействует с крайне правыми ребятами и, похоже, пытается получить от них некую поддержку. Если Илон, как говорил раньше, сосредоточен на человечестве, не будет ли ему более интересно слушать людей из самых разных политических кругов? На самом деле нет никаких доказательств, что Маск рассматривает Твиттер для того, чтобы полностью изменить общество, добиться свободы слова и так далее. Скорее всего, Маск просто хочет увеличить свою базу политических поклонников, как можно большим пользователям навязать свое мнение и, соответственно, расширить свое влияние. Игра Маска становится все более очевидной, и его интересы в этой игре также очевидны. Как самый богатый человек на Земле, он напрямую заинтересован в усилении власти правых. Он разделяет враждебность республиканской партии к демократам и поддерживает все идеи, которые будут способствовать для развития его бизнеса. Как написал один корреспондент в Твиттере, нет ничего в мире менее удивительного и более легкого для понимания, чем правый миллиардер, который покупает медиакомпанию и сразу же пытается использовать ее для реализации своих идеологических планов и классовых интересов, с чем я, конечно же, соглашусь. Ну а теперь, когда вы понимаете, за какую сторону играет Маск, очевидно было бы спросить, как это повлияет на рынок крипты. Во-первых, мы с вами прекрасно знаем, как Маск относится к криптовалюте, а особенно к Dogecoin. И мы не один раз видели, как Маск пампил доги своими твитами, сливал биткоин, когда говорил, что Tesla продает все свои монеты, ну и многое другое. Так вот, после такой проделанной работы в виде помощи в победе республиканцев, Маск
100% не останется без финансовой и моральной благодарности от правых политиков. Теперь руки Илона полностью развязаны, у него есть частный твиттер, крыша над головой от республиканцев во главе с Трампом, ну и вера в криптовалюту. Такой арсенал позволяет Маску делать все, что угодно, и даже не думать о том, что какой-то там демократ Байден даст ему по рукам, и он получит очередной иск в суд. Ведь теперь у него есть так называемый политический иммунитет, с помощью которого влиять на рынки, а тем более на криптовалюту, будет значительно проще. Особое внимание стоит уделить тем монетам, которые Маск неоднократно упоминал у себя в Твиттере. Это биткоин, эфириум и догикоин. Вероятно, в будущем Маск окажет на них большое влияние. В нашем портфеле эти монеты давно есть, и конечно же советуем, чтобы они были и у вас. Ведь, как сказал Маск, нужно переждать криптозиму. И как показывает практика, Маск просто так ничего не говорит. Также политический иммунитет может привести к тому, что одним прекрасным днем мы увидим, как Маск напишет в Твиттере не Doge to the Moon, а Elon Musk to the Politic. И учитывая мощную поддержку Илона Маска, вполне реально увидеть его на посту нового президента США. Поэтому мой вам совет: внимательно следите за такой личностью, как Илон Маск. Ведь, как показывает практика, лишь один его твит может сделать вас миллионером. А чтобы не пропускать важные новости, связанные с Илоном Маском, обязательно подпишитесь на наш телеграм-канал. И напишите в комментариях, как вы думаете, станет ли Илон Маск новым президентом Америки или нет. Всем спасибо за просмотр, увидимся в следующем ролике. Пока!